Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами с американистом Алексеем Наумовым. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день, здравствуйте, всем привет. Ну что, очень интригующе выглядит все в отношении треугольника Америка, Украина, Россия. Кит Келлог прибыл в Киев, обнимал Ермака, надел флиску с своей фамилией, да, с шевроном и своей фамилией, так сказать, демонстрируя воинственный вид. До этого Трамп говорит, что Европа будет платить, а мы будем поставлять оружие, будем поставлять и современное. Axios, там разного рода СМИ-глобалисты говорят, что в том числе и наступательное, хотя прямо из слов Трампа об этом не следует. В общем, намечается новый виток противостояния. Но эмоций много, а если посмотреть в суть, что, вот если это новое начало, то что будет дальше? Ведь какая-то интересная информация, такой полуслив, что при разговоре Трампа и Путина Путин говорит 60 суток, и мы там заберем то, что мы хотим. Ну вот условно так трактуют инсайдер, да, вот эту историю. Значит, получается, нас ждет адское лето. Как вы видите позиции Трампа и, собственно, внешний вид Келлога, он что означает? Да, спасибо вам, Александр. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы, с вашего позволения, обратиться к одному комментарию, который оставили зрители во время прошлого выпуска. И сказать вот что. Во-первых, спасибо, что смотрите меня у Александра и подписывайтесь на мой телеграм-канал alexeynaumov.внешпол. А во-вторых, спасибо, что оставляете комментарии. Я все их читаю, хорошие, плохие тоже. Один комментарий, который особенно привлек внимание, про жителей. Что делать простым украинцам, которые не согласны с этим, и почему постоянно обвиняют простых жителей? Дайте какой-нибудь совет, что делать. Ответ на этот вопрос простой. Я не считаю, что простые жители могут сейчас что-то сделать в условиях жесткого этого военного репрессивного режима. Понятно, что любые заявления о несогласии будут подавляться, а все нежелающие будут в ТЦК запиханы, что называется. Поэтому главная задача сейчас простых жителей — не взаимодействовать с этим государством украинским, не подставлять мужчин под ТЦК, не заниматься какой-то деятельностью, которая приносит ему пользу. Берегите себя и своих близких. Буквально. Это такой мемная уже фраза, но тем не менее берегите физическое, берегите психическое, берегите материальное благосостояние своих близких. Вот, это что я хочу сказать по этому поводу. Спасибо всем большое. Дай бог нам выжить среди этой смертной любви, да, как было написано на граффити с Хонекером и Брежневым. Так вот, что касается США. Смотрите, безусловно, мы переходим к новому витку эскалации. Насколько этот новый виток эскалации будет долгосрочным, это большой вопрос. Я думаю, что он очень долгосрочным не будет. Смотрите, в чем вообще задача Дональда Трампа, исходя из его заявлений? Видим ли мы где-то в его словах, например, желание жестко поддержать Украину или выступить решительно в пользу Киева, потому что Киев — это воин света, который противостоит оркам с Востока? Нет. Он не считает украинский вопрос по-прежнему для себя приоритетным. Посмотрите на Дональда Трампа, посмотрите на его заявление. Это человек, который мыслит политику знаменитой формулы Людовика XIV. Государство — это я. Дональд Трамп хочет, чтобы прекратился огонь. Дональд Трамп хочет перемирия. Это его перемирие, которое он желает. Мы видим, что он этих перемирий желает по всему миру. Мы видим, как он даже готов давить на Беньямина Нетаньяху и на Израиль, на своего буквально ближайшего замечательного союзника. И, соответственно, для него нежелание Владимира Путина идти на уступки и на компромисс — это личное оскорбление для него. Это для него личная такая фронта. И, собственно, именно ей он и противодействует. Вот буквально минувшей ночью, понятное дело, что в США был день, вот говорил он, да, что Путин все время говорит хорошие вещи, а потом бомбит. То есть это буквально вопрос его двусторонних отношений с Владимиром Путиным, вопрос двусторонних отношений с Россией. Эта линия не является долгосрочной линией на поддержку Украины, не является долгосрочной линией на противостояние России. Это просто, что называется, два короля,
между собой поссорились. Да? Это известное, знаете, такое ментальное упражнение, как отделить короля от королевства. Если один король другого назвал, да, не знаю, дураком, а тот пошел на него войной своей армии, является ли этой войной двух королей и является ли этой войной двух королевств? Вот у нас с вами, мне кажется, во многом сейчас война двух королей. И обратите внимание на изъявление Владимира Путина, сделанное вчера, когда он сказал, что противостояние с Западом сейчас, в отличие от времен СССР, не носит характера идеологического противостояния. То есть он как бы говорит, что есть пространство для договора, и мы здесь не просто отказываемся от украинских условий, потому что так хотим, а потому что есть вещи, которые для нас политически неприемлемы с точки зрения баланса сил великих держав. Поэтому да, Келлог обнимается с Ермаком, Марк Рютте едет в Вашингтон, а Сергей Лавров, обратите внимание, возвращается из Пекина. То есть, условно говоря, здесь некоторым образом стороны подготовились к новому витку противостояния. Я не думаю, что оно будет противостоянием без перчаток. Это все понимают. Я думаю, российская сторона готова к этому витку. И я думаю, что вот давайте посмотрим на реакцию российской стороны. Я не думаю, что она будет радикально жесткой. Конечно, Россия будет осуждать новый виток эскалации. Конечно, Россия будет заявлять, что она достигнет в любом случае всех целей своей военной операции. И, скорее всего, так и будет. Но я не думаю, что начнется какое-то ужасное мочилово Трампа, как, например, было с Джо Байденом, который буквально был идеологическим врагом России. Джо Байден считал Россию злом, и он считал, что ее нужно, грубо говоря, поставить на место. Дональд Трамп так не считает. И я думаю, что мы, конечно, выходим на новый виток эскалации и новый виток противостояния, но этот виток будет, что называется, чуть менее резким. Хотя, к сожалению, воевать придется дальше, но нету у Дональда Трампа, нету у Запада тех рычагов, которые не то что могут сделать победу Украины возможной, но и вообще в целом смогут переломить баланс сил на поле боя. Да, Европейский Союз будет покупать вооружение. Да, Европейский Союз будет передавать его Украине. США будут только продавать, они не будут ничего давать. Но кто будет воевать этим оружием? Где те призывники, где те мобилизованные, которые смогут, что называется, дать отпор? Нету их. И поэтому это вот трагичность всей этой ситуации в том, что конец ее предсказуем и предсказан. Но как мы к этому концу придем, что называется, более кровавым путем или менее кровавым путем? Ну, сегодня мы увидим поворот в сторону немного более кровавого пути. Может ли это быть все игрой, ловушкой? Ну, вот вы так сказали, там, он говорит, что хочет мира, а сам бомбит. Ну, Трамп делал ровно то же самое с Ираном. Переговоры, перемирие, сделки, а потом как бы отбомбился, и все закончилось. Смысл этой короткой, ну, если так чутье вам подсказывает верно, короткой эскалации на то, чтобы быстро все закончить? Ну вот вы упомянули 60 дней, я не могу сказать, что я как-то с этим солидаризируюсь и с этим согласен, но понятно, что мы находимся в каком-то моменте эндшпиля, то есть в каком-то моменте окончания, ну, то есть заключительной фазы всего этого конфликта. И в заключительной фазе каждая из сторон хочет получить наиболее выгодные условия в моменте грядущих переговоров. В принципе, я думаю, что обе стороны на самом деле понимают, что разрешение этого конфликта может быть только договорным. Россия, например, не требует ведь демонтажа украинской государственности. Россия не требует на самом деле ухода всех тех политиков, которые в Киеве сейчас руководят. Россия не требует присоединения всей Украины. Россия требует договора, который, безусловно, России выгоден, но, собственно, Россия добилась на поле боя тех успехов, которые позволяют ей это требовать. Соответственно, я полагаю, что нельзя говорить, знаете, просто модно в нашей восточноевропейской среде все сводить к каким-то договорничкам, каким-то заранее расписанным ролям, но я думаю, что
и Россия готова к той эскалации, которую ей предложит Дональд Трамп. И Дональд Трамп, в принципе, готов к российскому ответу. Дональд Трамп вообще, в отличие от Джо Байдена, хотя и Джо Байден тоже был не дурак в этом вопросе, не нужно его там черной краской мазать, боится ядерной эскалации. Он не хочет Третьей мировой войны. И, соответственно, даже в заявлениях страшного и ужасного Линдси Грэма звучат слова о том, чтобы побудить Россию к переговорам. И обратите внимание, параллельно, что дает западные медиа, что в рамках плана Трампа Украина должна отказаться от территории. Никто не говорит о окончательной великой победе над Россией и возвращении границ, не знаю, 1891 года, да, извините. Поэтому, да, я думаю, что это эскалация, на которую готовы обе стороны, которая не выплеснет это все в какое-то неконтролируемое скатывание к Третьей мировой войне. Мы понимаем, чего хочет Трамп. Король хочет, чтобы на его условиях был заключен договор. Ему как бы плевать, это вопрос чести для него. Он захотел, королевское желание. Вот, и поэтому я думаю, что в рамках такого состязания, к сожалению, да, во многом все и будет решено. То есть конца света не будет. Конца света не будет. Ничего не изменится в стратегическом плане, но в тактическом, возможно, России в краткосрочном этапе будет сложнее. Но представьте себе, пошлины в 500%. Ну, может, Трамп будет вводить пошлины в 500% против Индии, против Бразилии, толкая их буквально к России. Но все-таки Трамп, конечно, буфон, но не безумец. И я думаю, что как раз-таки очень важный момент, если позволите, я на нем кратко остановлюсь, для американской политической культуры, которая изначально все-таки культура, пришедшая к нам из сельских ярмарок и вообще культура изначально сельская, для нее очень важен вот этот момент наведения ужаса и страха. Вы заходите в комнату страха, да, нажали ногой на педали, тут Баба-Яга какая-то вылетела, и как страшно, мыши летучие полетели. Великий ужасный Трамп выходит и говорит: танки, ракеты, самолеты, корабли, что угодно. Производит это страшное впечатление и рассчитывает, что это впечатление уже его инструмент. Обратите внимание, как с хуситами он быстро сдулся, сказал, что объявил войну хуситам, значит, всех закидал ракетами, потом месяц пострелял, сказал: ага, они капитулировали. Ну, то есть буквально, знаете, перед вами разыгрывается какая-то сцена, и вам предлагается в нее верить. А что касается самого Дональда Трампа, посмотрите, у него вчера вышел замечательный ролик на его канале в соцсетях, где рассказывается, какой он великий и как, в общем-то, Господь спас Америку, его избрав. Я думаю, что Дональд Трамп, особенно после истории с покушением, буквально поверил в свою богоизбранность. Он немножко как бы не похож на тех политиков, на которых мы с вами привыкли. Нет, каждый, понятное дело, сходит с ума по-своему, однако мы видим параллельно с этим. Понятно, Зеленский вносит военное положение в парламент, будет проголосовано до ноября, и примерно мы понимаем эти сроки. Тут Келлог во Флиске, конечно, повод очень хороший, но тут очень интересный другой нюанс был. Financial Times выходит с материалом, где порт Одесса, и там есть зерновой терминал, и его передают американской компании. И очень так интересно выписано в материале, что это как бы тест, пробник. Мол, насколько вы выгодны, насколько вы нам сможете, скажем так, приносить прибыль. Прям открытым текстом пишется. Все-таки вот это вот второе двойное дно, которое забывают многие, да, за вот этим сейчас потоком аналитики о том, что вот сейчас дадут ракеты, и ПВО продадут, и американцы, и Рютте там будет рядом с Трампом во время вот этого большого заявления по России. Как-то вот земля уходит из-под ног, а на земле происходят очень интересные вещи. Получается, что теперь... Понятное дело, этот материал, его никто не будет там из украинцев читать, все ждут, что даст Трамп, или там, что продаст, или там, как мы сейчас будем бомбить Россию, и как это, вот Зеленский же объявил курса. Первый, мы меняем госуправление, там уже есть определенные слухи, что премьер станет министром обороны, назначат другого премьера, министр обороны Умеров уедет в США послом, в общем, такие какие-то ротации обсуждаются, да.
С одной стороны. А с другой стороны, мы будем переносить войну на территорию России. А база под этим американского, скажем так, дохода и влияния сейчас вот только тестируется. Как вы думаете, американцы всегда же, они же были всегда такие продуманные, они же все считали. А этот виток они уже посчитали? Ну, смотрите, да, на самом деле, мне кажется, очень важно определиться с целями. Когда вы хотите понять модус операнди, линию поведения какого-либо актора, да, политика или государства, необходимо определиться с целями, которые он перед собой ставит на самом деле. Не те, которые он заявляет, а те, которые он ставит на самом деле. Я уверен, что господин Зеленский считает необходимым втянуть США в войну с Россией. Он считает необходимым сделать эту войну войной Соединенных Штатов. Для этого он готов отдать украинские ресурсы, украинские порты, украинское зерно и так далее. И, соответственно, он втягивает США двумя как бы крюками. Первый крюк – это крюк ресурсный, крюк выгоды, говоря о том, что это очень выгодно. И на самом деле не всегда это так. Мы видели все эти анализы касательно редкоземельных металлов, насколько их на самом деле мало и насколько их трудно добывать. Второй крюк – это крюк идеологический, что противостояние России выгодно, и противостояние России отвечает буквально интересам добра. А для американской политической культуры, которая в том числе состоит из христианских текстов, ну, буквально радикальных проповедников. Это интересно, у Бернарда Бейлина написано в «Идеологических основах американской революции». Кому интересно, советую, почитайте. Это вот для них очень важно, понимаете, у них всегда какое-то манихейство, добро, зло, правые, неправые и, ну, злые, добрые. Для них это прям свойственно. Ну и третий крюк, на самом деле, который я вот сейчас говорю, и он прям приходит в голову, это крюк именно такого противостояние великих держав. Вам выгодно унизить, уничтожить Россию. Вам выгодно истрепать ее, потрепать ее демографию и так далее. Потому что в рамках противостояния великих держав Россия все равно ваш соперник. Поэтому действуйте. И, соответственно, он готов ради этих целей идти на те уступки, которые, я не знаю, соответствуют ли интересам украинского народа. То есть, а в чем интерес Украины? В чем интерес украинского народа? Является ли превращение Украины в поле боя между Западом и Россией отвечающим интересам украинского народа? Вы знаете, я бы обратил внимание на соседний политический кейс, на политический кейс Армении. Вот Никол Пашинян противодействует существующей в армянском обществе вот этой идее возвращения Карабаха. И потому что он говорит: ребят, мы живем в реальной жизни, у нас реальная Армения. Не Армения ваших надежд и каких-то там идеологических воззрений, а настоящая страна. Нам нужно заботиться о наших людях, об их благосостоянии. Это тоже для него политический шаг, и Никола Пашинян очень хитрый политик, я не об этом. Я к тому, что вот эта вот идея, а давайте жить в реальном мире, а давайте смотреть, что нам нужно на самом деле и какие наши приоритеты, пусть это не какая-то великая история, это не империя от моря до моря, а это просто скучная, ну буквально европейская, благополучная, сытая жизнь. И если мы мыслим в этих категориях, то, возможно, вот эта вот война до последнего украинца, как говорят, ну, не совсем, наверное, соответствует интересам простых людей, простых украинцев. Поэтому тут важно понимать, что хочет Украина, чего хочет Зеленский, и адаптировать свое поведение под имеющиеся у вас вот эти вот объективные данные о происходящем. Поэтому, да, Зеленский сохраняет контроль над Украиной. Мы не видим пока признаков распада государственности. ТЦК работает, силовой аппарат работает, армия воюет, отступает, но, тем не менее, пока все еще держится. И он может продолжать реализовывать свои цели. Хотите ли вы в этих целях участвовать? Ну, считайте вам. В итоге все вас бросят. Зеленский даст вам медаль, скажет: спасибо, что у вас погиб сын, муж, отец, брат. Вам от этого лучше не будет, понимаете? Это великий-великий обман, что вот этими вот медалями, наградами можно вернуть себе близкого. Вам что важнее, медаль-награда или ваш, собственно, близкий человек, которого можно не отдавать в ТЦК, попытаться максимально его спасти? Это вот о том, о чем я говорил в начале сегодняшней программы. Поэтому
Вот помните об этом. И Зеленский не ваш друг. У Зеленского своя цель, она вполне понятна, она вполне очевидна. Ну, поэтому вот это к вопросу о контрасте между интересами человека, правящего страной, да, Украины в нашем варианте, и интересами, собственно, людей, которые живут в этой самой стране. Ради своих интересов Владимир Зеленский будет готов, мне кажется, поступаться долгосрочными интересами Ну, Украины. так ты никуда не денешься. Тут недавно свежий ролик выложил. Мужчина ехал понад границей, ну, понад дорогой, снимал эти все заборы, снимал, там, говорит, это какой-то ад. И то, что над чем потешались, то, чего, собственно, постарались не замечать, а если замечали, то так посмеивались, что граница-то укрепляется на Западе, на юго-западе, там вбрасываются такие очень интересные истории. То есть ты никуда не выйдешь. Даже вот на Приднестровье сейчас вот запустили активную тему, допустим, да, что почему так вот запирают на замок границу? Да потому что люди переходят по какому-то участку в районе Приднестровья, а их приднестровские пограничники хватают, спецслужбы, допрашивают и выведывают, разведку разведывают. Мгм. Примерно то же самое там с венграми. Тут шпионский кейс вроде как затоптали, притоптали, но тем не менее, понимаете, то есть везде враги. То есть мы понимаем, что этот колючий забор, да, забор с колючей проволокой, с передовыми технологиями, тепловизорами, камерами, ловушками, всякими там, да, вещами, это же тоже конкретный сигнал, чего хочет Зеленский, и конкретный инструмент, да, для того, чтобы условно никто не плюнул и не убежал. То есть, Хорошее наблюдение, то да. есть понимаете, в чем дело? Тут конкретно не просто так же появилась шутка, когда там условно Россия начала бомбить ТЦК. Некоторые говорят, ну так надо бомбить еще и погранпереходы, чтобы там условно, ну это немножко другая история, конечно, черный юмор, да, но чтобы было проще выходить людям. И эти Мгм. люди, они действительно как бы находятся в заложниках, и проще просто принять эти правила игры, как говорится, смириться, заделаться ультрапатриотом в духе времени и идти служить. А там уже, там, грубо говоря, будь что будет. М. А, И на это тоже есть определенный расчет внутри. И под это наверняка в том числе будет меняться госуправление. Хотя есть, конечно, другая теория, что Келлог вообще приехал, и это все цирк, буфонада, шоу с этими флисками, с этими всеми объявлениями, с этим Грэмом, который сливает инфу. Просто он приехал проконтролировать, как условно продемократические ставленники Соединенных Штатов Америки поменяются на других, там, прореспубликанских. И как бы таким образом просто элементарно управленчески Америка забирает себе контроль над государством Украина, вот и все. Ну, она бы и так имела контроль над государством Украина. Дело в том, что конкретные лица чиновников здесь не являются некими самостоятельными фигурами. Украина находится в зависимом положении от Соединенных Штатов Америки не во всем, но во многом в вопросе экономики в любом случае. И если сказано, она будет делать в вопросе, например, передачи каких-то активов. Понятно, что у Дональда Трампа нету возможности там заставить Зеленского одним росчерком пера расстаться с российскими регионами новыми, но степень управляемости Украины все равно довольно высока. Я хотел бы остановиться на вашем комментарии касательно заделаться ультрапатриотом и пойти служить. Между двумя этими действиями довольно большая пропасть. Заделаться ультрапатриотом легко и приятно, ты встраиваешься в общую картину, в общий мейнстрим, твой голос вливается в миллионы других голосов, вот, и это как бы, ну, такая, понятная история, немножко фашистская, но, тем не менее, когда общество находится в состоянии войны, часто происходит. А пойти служить– это уже совершенно другая история. Это внести свое личное в какое-то общее дело. Внести свое личное, отдать мужчину своего, отдать деньги, пожертвовать, не получив на самом деле ничего взамен, кроме вот этого ощущения единства и принадлежности к какой-то великой общей силе. И тут на самом деле люди, как правило, своя рубашка часто ближе к телу. То есть на словах-то мы, конечно, все поддерживаем и одобряем, а вот отдавать свое мы, пожалуй, не поспешим. А то потом как бы все, что останется от человека, это буквально там какая-то память
И орденская книжка, господи, кошмар какой. Так что, да, поэтому здесь в этом есть в плане большая разница. Что касается погранпереходов и укрепления границы с Западом, необходимо понимать, что, как правило, государственный аппарат, когда получает в свои руки какую-то степень контроля, потом очень неохотно с ним расстается. То есть, если кажется, что вот завтра заключится какое-то соглашение и все вернется к ситуации, которая была до февраля 2022 года, не вернется. Та свобода прессы, которая была, очевидно, на Украине, она, или в Украине, как вам опять же удобно, она не вернется. Не факт, что там телемарафон скажет, вы знаете, вообще дело хорошее, а зачем нам от него отказываться? Режим контроля за гражданами, который был установлен, также вряд ли будет каким-то образом смягчен. Государства все очень неохотно, вот посмотрите ковидные ограничения, когда были, тоже все эти инструменты контроля, учета, все эти электронные паспорта, электронные вот эти вот слежки никуда, как правило, не делись. Такая же история будет и с этим. Не будет какой-то мощной либерализации. Наоборот, как правило, после войн в обществах, которые довольно сильно, что называется... сделали много-много шагов в сторону буквально авторитаризма и такого какого-то диктаторства, потом от этого отказываются очень нелегко. Поэтому, да, безусловно, украинское государство укрепляет контроль за гражданами, и свобод становится в этом плане меньше, и они не вернутся после окончания вооруженного конфликта. Вот, пожалуй, об этом. Ну да, то есть про управляемость Украины поговорили, про вот эту вот растущую роль государства тоже, поэтому я полагаю, что вот на этот ваш вопрос я ответил. Если нет, то, пожалуйста, поправьте меня. Я бы хотел немножко развернуть дискуссию. Мы вернемся еще к теме фронта, Украины, перспектив вот этой эскалации, да, к чему все идет. Но тут странное наблюдение, оно вот так созрело где-то неделю назад. Да, о том, что как только происходит какой-то скандал, да, Америка начинает кого-то бомбить. Или чего-то вступать в войну. Например, примерно таком оно по событиям Моника Левински, это же жуткий скандал был, да, и бомбежка Югославии. Например. Вот такой период. Сейчас в Америке разворачивается, и прям действительно, я согласен с мнением, что американцам вообще плевать на эту Украину, на эти все моменты. Геополитикой сейчас пытаются замазать каким-то толстым или тонким слоем провалы вот эти внутри, потому что куда-то делась минута из записи с камеры этого Эпштейна, да, какие-то списки. Трамп снимает это с повестки дня достаточно резко, дерзко, говорит, все, ничего не было, никаких там... И Эпштейн вообще это выдуманный персонаж. И вообще это все в общем, все. Тему закрыл Трамп, но она не закрылась и продолжает развиваться, и действительно много вредит супермену Трампу и его, так сказать, последующим действиям. Очень бьет по репутации. Как вам кажется, совпадение ли это условно-агрессивная или такая достаточно деятельная риторика в Украине и дело Эпштейна? Это очень хорошее наблюдение. Я не думаю, что это намеренно сделано, но вопрос Украины подвернулся крайне удачно, чтобы отвлечь внимание от дела Эпштейна. Необходимо понимать, я вкратце погружусь в это, что такое дело Эпштейна для наиболее радикальных и наиболее преданных сторонников Дональда Трампа. Они полагают, что был такой Джеффри Эпштейн. Это человек очень влиятельный, со всеми знакомый, у которого был личный остров, где он обманом заманивал сотни молодых девушек младше 18 лет и заставлял их заниматься проституцией, и всем своим влиятельным друзьям этих проституток малолетних предоставлял. Соответственно, они все в этом были помазаны, и в соответствии с мировоззрением сторонников Дональда Трампа Эпштейн пользовался этим компроматом, чтобы получать от них выгодные для себя сделки, чтобы, грубо говоря, свой интерес соблюдать. С точки зрения, опять же, сторонников Трампа, его все покрывают, потому что это выгодно руководящим элитам. Что элиты настолько все прогнили, что они там буквально
значит, педофилией занимаются, друг друга покрывают, потому что если начнешь этот гнойник вскрывать, то всех гноем забрызгает. Все в этом принимали участие, от голливудских звезд до политиков и так далее. И именно поэтому ФБР не раскрывает эту историю и, соответственно, выгораживает всех этих высокопоставленных педофилов. И Дональд Трамп в значительной степени, это была видимая история его прихода к власти. Джей Ди Венс, когда еще не был вице-президентом, говорил, что обязательно необходимо рассекретить все файлы по делу Эпштейна. То есть дело Эпштейна стало символом коррупции и продажности американских элит для сторонников Дональда Трампа, которые хотели осушить американское болото. То есть как бы корень зловония американского болота находился в деле Эпштейна. И сейчас Дональд Трамп выходит и говорит: а вы знаете, да и нет никакого дела Эпштейна на самом деле, и он сам себя в тюрьме убил, никто его не уничтожал. И главное сейчас вот вопрос, был ли у Эпштейна список клиентов, то есть вот какая-то книжечка, гроссбух, где находились имена всех влиятельных людей, его знакомых, а он реально был одним из самых влиятельных людей в мире по своим знакомствам, где бы рассказывалось о том, какой у него есть компромат. И вроде как этот список есть, и вроде он был, и вроде о нем говорили американские политики, приближенные к Трампу, а сейчас Трамп говорит, да и нет никакого списка клиентов Эпштейна. И, безусловно, мы видим, как коалиция, которая стояла или стоит еще за Дональдом Трампом, коалиция МАГА, да, «Сделаем Америку снова великой», «Make America Great Again», она распадается. Сначала из нее ушел Илон Маск. То есть от этой коалиции откололись вот эти вот молодые крипто-бро, техно-миллиардеры, которые хотели любой ценой там добраться до Марса, продвигать прогресс вперед. Сейчас огромное, вы не представляете, насколько это удар для коренной вот этой вот конспирологической трамповской аудитории. Сейчас от Трампа постепенно начинают откалываться даже его вот эти радикальные сторонники, которые вот трамписты буквально, да, это слово есть, вот они. Коалиция немножечко подтрескивает за Дональдом Трампом, и он пытается увлечь ее, ну, в том числе своими внешнеполитическими и внутриполитическими победами. Во внутриполитической повестке это вот этот большой замечательный законопроект, который был принят. И, например, теперь бюджет службы по борьбе с нелегальной миграцией будет там больше бюджета многих армий мира, будет больше бюджета ФБР или ЦРУ. Они наберут там 100 тысяч новых офицеров, чтобы выдворять этих мигрантов, значит, нелегальных. Вот на это он обращает внимание. Посмотрите, как мы эффективны. Посмотрите, как мы эффективны, говорит он и во внешней политике. Ядерная программа Ирана уничтожена и разбита. И, соответственно, мы прекращаем войны. Вот война в Газе должна прекратиться уже на этой неделе. Идут сейчас рассказы по медиа, что якобы будет заключено перемирие буквально вот-вот, и остановится уничтожение палестинцев в Газе. И, соответственно, он пытается, да, он сейчас будет говорить: смотрите, я Путину-то сейчас дам как по лицу, как я ему покажу, кто здесь на самом деле хозяин. И, опять же, необходимо понимать, я сегодня на этом вкратце останавливался, что для американской политической культуры такого рода громкие заявления, хлопки, прыжки, взрывы фейерверков очень важны. Но не всегда за этим стоит долгосрочная полноценная политика. Часто взорвать хлопушку нужно просто для того, чтобы взорвать хлопушку, чтобы все такие: вау, ничего себе, вот это он круто сделал. А что там потом? А потом и не было никакого списка Эпштейна, забудьте. Помните с Зеленским? Да он же диктатор. Что, я называл его диктатором? Да нет, не было такого. Ну, это буквально вот взорвал вербальную хлопушку. Трамп такой вот у нас человек, который к этому свойственен. Да. Это, кстати, очень интересно. Я же не думаю, что дело Эпштейна, этот список, ну, он просто перекочует в разряд баек, и все о нем забудут. Я не думаю, что он перекочует. И, безусловно, это будет. И главное, что будет, смотрите, я думаю, что главное, это что будет с движением Трампа после того, как Трампа не станет. Потому что сейчас движение Трампа объединяет буквально всех недовольных американской политикой. Тех, кто недоволен бесконечными войнами, тех, кто недоволен продажностью и коррумпированностью элит, тех, кто недоволен засильем леволиберальной идеологии гендерных и расовых повесток. А когда он уйдет, этот тент, это американское буквально выражение, может
разойтись по своим углам. Потому что обратите внимание, как Трамп сначала, значит, предал техномиллиардеров, потом предал своих ближайших сторонников вот этих борцов с Вашингтонским болотом, а сейчас, по сути, предает тех, кто не хочет вмешательства в вооруженные конфликты других стран. Он говорил, что он не будет вмешиваться, а тут сейчас он, соответственно, готовится, значит, России бросить какой-то вызов. Я думаю, что это еще один фактор, который будет удерживать его от искреннего вовлечения в конфликт. Обратите внимание, когда началась бомбардировка Ирана, она была непопулярна среди наиболее таких радикальных его сторонников. И именно поэтому он очень быстро от нее отступил. То есть он нанес удар, достиг чего хотел, по его словам, и, соответственно, откатился, чтобы не втягиваться в непопулярную бесконечную войну. Бесконечные войны — это буквально фраза такая, которая используется в американской политике для описания кампаний в Афганистане, Ираке и так далее. И вот именно не втягиваться в бесконечные войны — это одно из обещаний нынешней администрации. Но Трамп, Трамп себе на уме во многом. Посмотрим, что будет. Вот. Что будет с, скажем так, Европой? Потому что все каким-то образом вообще мало заметили. Сейчас ажиотаж вокруг, конечно, американцев. И, мол, да, смотрите, сейчас мы будем поставлять оружие. Но как-то вот французы головы подняли, выходит их главный, так сказать, вояка, да, начальник всех военных, и говорит: враг наш Россия, мы тут вот... Макрон тоже выступает таким Наполеоном, мы должны защитить, мы вот готовиться к противостоянию. Слушайте, на самом деле риторика из ряда вон. И выглядит это не просто как вот поговорить, а как программное заявление, когда особенно там эту речь дают в уста, вкладывают начальника генштаба Франции, тоже как бы ядерной страны. На ваш взгляд, вот Европа вообще готова к противостоянию военному? И тут же какая еще очень интересная специфическая штука. Когда ты своей стратегией мнишь, вот как Зеленский, например, мы должны перенести поле боевых действий на территорию России. Да? Но в эту же игру можно играть вдвоем. Да? То есть если Европа и НАТО будет покупать оружие и отдавать его Украине у американцев, то означает это прямое вовлечение Европы и НАТО, и поле боя же может перенестись и на ее территорию. То есть тут очень опасный на самом деле момент с точки зрения европейского континента. Это опасный момент с точки зрения европейского континента. Я думаю, что Европейский Союз полагает, что этого никогда не произойдет. Я не думаю, что это вопрос краткосрочной перспективы. Не то, что завтра там что-то начнется и завтра будут там бомбиться какие-то аэродромы на территории Европейского Союза. Но необходимо понимать, что Европейский Союз находится, в общем-то, в некоем идеологическом кризисе. Дело в том, что довольно долгие годы Европейский Союз полагался на американский военный зонтик. Не тратил деньги на армию. За эти деньги, которые он мог бы потратить на армию, он построил комфортное для жизни государство с мощной социальной сетью защиты. Но, тем не менее, мы видим, что сейчас все больше европейские, например, дипломаты оказываются не у дел. Касательно Ирана, касательно Газы, касательно даже России. На самом деле все понимают, что вот американцы имеют влияние, потому что у них огромный военно-промышленный комплекс, у них мощная экономика и так далее. Европейский Союз вроде как обладает всеми компетенциями. В теории Европейский Союз может произвести все, что угодно. От самолета до, не знаю, там, до игровой приставки. Но... тем не менее, не обладает влиянием в мире из-за отсутствия какой-то единой военной политики, из-за отсутствия армии, из-за отсутствия технических средств поражения. Да? Но вот там есть ядерные арсеналы формально у Франции и Великобритании. Ну а что? Не дает им это такого глобального влияния, хотя, конечно, они все равно страны влиятельные, но их влияние в мире не соответствует их экономическому могуществу. И поэтому Европейский Союз находится в поиске некоего вот этого вот образа
самого себя. И для него одним из образов является как раз российская угроза. Мобилизация перед лицом российской угрозы позволяет Европейскому Союзу обрести какую-то самостоятельность и самостоятельную значимость. То есть, мол, вот, что там американцы, они отделены океаном, от них все там далеко. Понятно, что есть как бы Аляска, да, и Дальний Восток, от которого там недалеко, но в целом все равно. Такая точка зрения есть. И для них сейчас очень важно как бы громко о себе заявить. Но обратите внимание, вот эта коалиция желающих, она такая: мы предоставим танки, самолеты, корабли, сухопутные контингенты, все, что нужно, но после мирного договора, но после прекращения огня. То есть, как бы, буквально дорого яичко Христову дню, да, у них как бы все яичко их после Христового дня предлагается и предполагается. Поэтому Европейский Союз, для него важно идеологически мобилизоваться, принять какой-то образ будущего, программу действий на это самое будущее, но все равно он нету пока причин считать, что он станет каким-то значительным игроком на международной арене. Я не думаю, что они готовы к войне на своей территории. Я не думаю, что эта война на самом деле будет. Путин никогда не говорил о том, что он собирается как-то там с ЕС военным способом решать вопросы. Он говорил на самом деле всегда обратное. И я думаю, что здесь слов будет гораздо больше, чем дела. Вот это та характеристика, которую я дал бы политике Европейского Союза. Но погодите, а как же пошлины Трампа? Вот понимаете, одно с другим абсолютно не вяжется. Ну, то есть Европа должна заплатить, мы поставим оружие. Окей, ну так а пошлины 30%. Мы слышим ответ на решение, подписанное, опубликованное в соцсети у Трампа от Европы, что мы, конечно, будем договариваться, и вполне вероятно, мой прогноз, что договорятся с 1 августа, это как бы не вступит, может, есть вероятность, что не вступить в силу. Но, опять-таки, как договорятся? На невыгодных для себя условиях. Потому что на выгодных ты не сможешь договориться, чтобы отменить уже, как условно, подписанный вот этот указ. На это у Трампа и расчет. То есть Трамп фактически противостоит Европе экономически, но как бы в военном плане это союзник. Это какой-то на самом деле уже, все конспирология, то есть американцы начали войну в Украине, чтобы одним махом, понятно, и Россию ослабить, и Европу обезжирить. И вот вам, в принципе, получается, это уже абсолютно не конспирология, а так и есть. Ну, все равно, как бы, если мы говорим, что США начали всю эту историю, то они начали при Байдене, а тут у нас Дональд Трамп. Я не думаю, что здесь была такая причинно-следственная связь, скорее просто американцы используют ситуацию с максимальной выгодой для себя. Для них союзников на самом деле не существует. Союзник — это равная с тобой страна. Для них существуют, младшие партнеры. Если вам не нравится, назовите это вассалами. И, естественно, для них Европейский Союз не является равной страной. Они его не любят. Трамп вообще терпеть не может Европейский Союз как таковой. Он ни разу так и не увиделся ни с какой Урсулой фон дер Ляйен, ни с какой Каей Каллас. Поэтому, да, он, безусловно, считает, что европейцы, если хотят что-то там у себя делать, то должны платить, называть его папочкой, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, и вообще не особо высовываться, следовать его курсу. А если им что-то не понравится, то вот, пожалуйста, пошлины, которые он собирается вводить, и Мерцу, лидеру Великой Германии, не остается ничего другого, как ныть и говорить, что пошлины в 30% ударят в самое сердце Германии. Извините, вы сами себя довели до этой ситуации своей несостоятельностью и своей политической импотенцией. Вот, поэтому да, Дональд Трамп использует нынешнюю ситуацию, как и любую другую, для достижения двух целей. Для достижения экономического доминирования США и для сохранения военного доминирования США. Он считает Европейский Союз своим задним двором, и что он скажет, то Европейский Союз и будет делать. А если не нравится,
отключим газ, ну и введем пошлины. Поэтому да, тут как бы прямая американская гегемония, которая уже не перекрыта даже ширмой каких-то идеологических воззрений, а просто вот что хотим, то и делаем, буквально говорят американцы своим европейским коллегам. К чему это приведет в долгосрочной перспективе? Интересно посмотреть. Мы видим рост популярности там евроскептиков и так далее. И я думаю, что идея независимости от США станет более популярной в какой-нибудь долгосрочной перспективе в Европейском Союзе. Потому что та зависимость, которая у них сейчас есть, привела к тому, что они находятся в подчиненном, униженном положении и не могут на самом деле сделать того, что хотят, а вынуждены унижаться и стелиться перед Дональдом Трампом. Ну, интересный взгляд, конечно, на вещи, но с точки зрения, скажем, мирного трека, я так понимаю, что Стамбул умер. Но когда на поминки собираться, еще никто не сообщил. Ну, Стамбул умер, но дело его живет. Потому что когда ситуация на поле боя изменится таким образом, что станет понятно, что необходимо договариваться, все те же самые люди поедут в тот же самый дворец Долмабахче и будут договариваться уже более конкретно. И это главная, на самом деле, заслуга Стамбула, что он смог этот формат, он его привел к жизни. Плюс обмены пленными, не забываем, раньше были там сотни на сотни, сейчас тысячи на тысячи, да, там же звучали такие уже заявления. Обмены, соответственно, телами, поэтому в целом, ну, какая-то роль в этом есть. Но Стамбул не мог получить больше, чем было возможно в теории. А в теории здесь было возможно не так много. Уже гуманитарные эти вопросы решены, к тому же и гражданскими лицами, как мы знаем, шли обмены, идут обмены. И это уже на самом деле неплохо. А урегулирование, да, ну слушайте, сейчас посмотрим. Вот украинская сторона же часто верила, что вот есть последнее. Вот как Трамп повернется против русских, вот тут-то попрем. Посмотрим. Я не думаю, что мы увидим коренное изменение ситуации. Я даже уверен, что мы его не увидим, потому что все равно баланс сил, баланс политической управляемости, баланс живой силы и военно-технических запасов все-таки однозначно здесь склонен в сторону России. И с этим ничего не поделать. И никакой Трамп противодействовать этому не может. Если мы в теории предположим, что Европейский Союз весь мобилизовался, перевел всю свою экономику на военные рельсы, и каждый бельгиец, каждый француз утром идет на фабрику делать снаряд, ну, возможно, что-то могло бы измениться. Но это буквально фантастическая ситуация, и рассматривать ее всерьез я бы даже не стал. Интересный такой момент, Алексей. Нам же как говорят и как подшучивают. Вот смотрите, приехал Келог. И вроде как на неделю. О, все, не будут неделю Киев бомбить. Ну так, подтрунивают непосредственно над самой ситуацией, мол, россияне не будут стрелять по Келогу, да, когда Келог в Киеве, соответственно, по Киеву тоже. Но вообще, конечно, загадочная история. Смех смехом, но визит достаточно большой. Неделя. То есть обычно там заехали, отметились, руки пожали и смылись. А тут вот прям неделя. Прям вот что-то серьезное. Как вы думаете, мы вообще вот фигуру Келога, да, которую не принимают в Российской Федерации, не переоцениваем, как вот ну, там украинцы, например? Потому что такое ощущение, что его вроде как прям ну, чуть ли там вот наш мессия. Смотрите, как вот он так обнимает Ермака. И почему неделя? Он же ну там на прошлой встрече, да, он же как говорит, вот мне даже позавтракать нет времени, такой у меня плотный график. Мгм. Ну так вот, если разобраться, получается, что Келог выдавил Виткофа, сейчас на него все ставки. Но так успешности не продемонстрировал, по большому счету, ни Витков, ни Келог. Почему тогда выбран Келог? Ну, Келог — это спецпредставитель Трампа по ублажению Украины, и, соответственно, он буквально вот ублажает Украину. Он находится сейчас весы, личные весы Дональда Трампа качнулись в украинскую сторону, и Келог, поэтому, я думаю, на месте будет таким прямым представителем
прямым управленцем Дональда Трампа, который будет, во-первых, поддерживать прямую линию контакта с украинской администрацией. То есть, если Трампу нужно будет что-то от Зеленского, он позвонит Келлогу и скажет там, ну что, как там, какие истории. То есть, очевидно, что за эту неделю, которую он там будет, мы увидим события, которые с точки зрения Дональда Трампа должны приблизить окончание конфликта. Это его цель по-прежнему. Не победа Украины, а окончание конфликта, прекращение огня. Поэтому я думаю, что он будет, грубо говоря, таким представителем, прямым, ну, глазами и ушами, да, Дональда Трампа на земле, и, соответственно, будет поддерживать контакт с администрацией и смотреть, ну что, как там, ну что, как там, что говорят, что слышно, какие успехи. Поэтому, да, я думаю, что этот Трамп переходит к ручному управлению сейчас во многом украинской ситуацией, и Келлог — это глаза, уши и руки Дональда Трампа на земле, на украинской территории. Поэтому, да. Интересно, что другой да. спецпредставитель российской стороны Кирилл Дмитриев заявил, что, несмотря на все усилия сорвать конструктивный диалог Америки и России, то все будет продолжено, в общем, ничего не удастся. Но мы видим, да, такое очень своевременное, так сказать, такое интересное заявление со стороны Дмитриева по этому поводу. Однако вот в завершении, чтобы точку поставить, Грэм, когда выходил с этими санкциями своими, ну, он, понятное дело, он лоббист, он по жизни лоббист, он сказал, что это кувалда в руках Трампа. Угу. В рамках российско-украинской войны был уже эпизод с кувалдой. И он очень специфический, этот эпизод. Да? Пригожин, Вагнер, кувалда. Как вы думаете, кувалду просто поддержит Трамп или все-таки будет применять? Я имею в виду, ну, вот эти все, скажем так, ограничения, ведь речь идет не только об санкциях, да, а еще и об отъеме активов российских, каких-то там связей, нефть, уран, то есть все. То есть вот смотрите, насколько эта кувалда не окажется в определенной степени пригожинской. Вы знаете, это интересная история, интересная аналогия, конечно, с кувалдой. Понятное дело, что эта аналогия существует только в наших с вами восточноевропейских реалиях. Я думаю, что наши западные контрагенты уже про это все не помнят. Я думаю, что на самом деле, если уж мы эту аналогию проводим, то главная цель кувалды — это быть символом. Это быть символом и применяться очень ограниченно и очень осторожно. Потому что если вы каждый раз будете ее применять, то против этого лома найдется прием, и эффективность этого инструмента будет ниже. То есть, грубо говоря, знаете, невведенная санкция часто оказывается более эффективной, чем введенная. Потому что почему там банки отказывают в платежах российским контрагентам? Потому что боятся санкций. А когда санкции уже введены, понятно, что можно как-то попытаться там обойти, прокладочки создать и так далее. Поэтому я думаю, что Дональд Трамп будет применять вверенную ему кувалду, но очень ограниченно и очень осторожно, в соответствии со своими целями. А цель у него — вывести Россию на какое-то соглашение и налаживать с ней отношения. И все. То есть у него нету целей крушить Россию этой кувалдой, он мог бы это делать и без, соответственно, без вот этого законопроекта. Поэтому я думаю, что да, кувалда применяться будет, но осторожно. Вот, скажу так. Алексей Наумов был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас за время и мысли. Спасибо вам большое, спасибо всем, друзья. Подписывайтесь на мой телеграм-канал alexeynaumov.внешпол. И спасибо вам большое, слежу за вашими комментариями, тоже рад быть с вами. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что вы с нами. Ставьте лайк, не забывайте. Берегите себя и друг друга. Добра и света.